Всем привет! В ходе опроса, посвященного проблеме национальной идентификации россиян, проведенного Левада-центр в конце прошлого года, выяснилось, что 2/3 опрошенных устыдились развала СССР и вечной бедности в стране. По мнению одного из социологов данного аналитического агентства, Карины Пипия, обращение к прошлому происходит, когда недостаточно оснований для гордости в настоящем. Действительно, за последние годы реальные доходы населения России серьезно упали, а величие нашей страны постоянно попирается конфликтами как с ближними, так и с дальними соседями. Получается, что воспоминания россиян о советском прошлом – это как спасительная таблетка для большей части населения страны. 26-й съезд партии определил важнейшие направления нашего движения вперед. Мы ставим перед собой две главные цели – благо народа и прочный мир. Таким образом, официальная причина роста популярности воспоминаний об СССР заключается в отсутствии других поводов для гордости за страну. Однако чрезмерная ностальгия очень опасна. Поиск ответов на все вопросы в прошлом может привести к тому, что люди будут списывать на него все свои неудачи в настоящем. В данном случае под удар попал развал СССР. А могло быть татаро-монгольская ига или что-то еще. Наши предки, славяне, были трусы. Они не стали завоевывать для нас жаркие страны. Они отказались от борьбы. И теперь мы вынуждены жить в этих тухлых снегах. Отсутствие единого объекта для гордости за страну – это не единственная причина для роста в наши дни, осуждающих распад великой державы. Человеку вообще свойственно вспоминать свое прошлое с особой теплотой, говоря, например, что раньше жизнь была лучше, люди добрее, а фильмы интереснее. Поэтому своей популярностью в настоящем образ СССР обязан также особенностям психологии человека. Скажите, как это будет без тракториста, без горючего? А? Представь себе, вон там идет трактор, а в нем никого нет. Кроме того, главная идея советского государства, заключающаяся в строительстве светлого будущего, является настолько привлекательной, что даже спустя десятилетия после развала государства она продолжает уверенно волновать умы миллионов россиян. Идея. Она живуча и крайне заразна. Стоит идеей завладеть мозгом, избавиться от нее уже практически невозможно. Я имею в виду сформировавшуюся идею, полностью осознанную, поселившуюся в голове. В целом, ностальгия о советском прошлом не создает новых поводов для гордости за страну, а лишь обостряет эту проблему. Возникает вопрос, что же делать? Ведь, как уже было отмечено, продолжать жить лишь воспоминаниями о прошлом губительно для всех нас. Очевидно, что людям нужны новые поводы для гордости за страну. Поэтому, пока одни политики копаются в прошлом, выясняя, кто больше виноват в бедности россиян, другие предпринимают конкретные меры, направленные на подъем авторитета государства в глазах населения. Так, ярким примером последнего может выступать недавнее решение Грозненского суда о прощении долгов местных жителей по оплате коммунальных платежей за природный газ на общую сумму 9 миллиардов рублей. Однако, даже если прощение долгов россиян по оплате за энергоресурсы не станет обычной практикой, расстраиваться из-за того, что у нас исчезает новый повод для гордости за страну, не нужно. В России и так уже есть много того, чем можно и нужно гордиться. Так, к примеру, мы первые в мире по числу врачей на душу населения, по количеству людей с высшим образованием, по количеству православного населения. Да что там, мы первые по числу танков и запасам ядерного вооружения. И этот список еще очень долго можно продолжать. Следовательно, друзья, лучше всего жить настоящим, не обращая внимания на данные статистики. Ведь получаемая на ее основе информация не всегда достоверна. Так недавно исследовательский сервис Numbea опубликовал опрос, по данным которого город Нижний Новгород стал самым лучшим городом в России по качеству жизни, обогнав по этому показателю в том числе Мадрид и Лос-Анджелес. А причина этого в том, что выводы, которые делают социологи по тому или иному вопросу, зависят от того, кого и о чем спрашивать. Хотя, поскольку данная информация является новым поводом для гордости за страну, то делать акцент на неверности выводов Numbea я не стану. Если, несмотря на все сказанное, мысль сожаления о распаде СССР вас не покидает, не отчаивайтесь. Главное, не принимайте ее близко к сердцу, ведь это же не ваша вина, что он развалился. Нет сомнений, Россия – это многонациональная великая страна. Главное ее величие находится в нас самих. Режимы постоянно меняются, а люди остаются. Подписывайтесь на канал «Обо всем с юмором». Спасибо за внимание. Пока. До свидания, олимпийская сказка, прощай. Пожелай
исполнение.